Сегодня я буду концентрироваться на Army 3 и на особенностях игровой модели, на особенности летной модели. Буду показывать, как пользуются мои устройства, как они приспосабливаются к текущим играм-симуляторам. Речь идет об этом джойстике, об этом роше. Педали под полом, их здесь не видно. Устройство я называю устройством микровода. Микровод это означает не только то, что устройство само небольшое, имеет небольшие ходы органов управления, но и то, что с ними то, что скрыто под крышкой корпуса. Вертолеты в армии имеют два варианта летной модели: стандартная, упрощенная и продвинутая. Вот сейчас включена продвинутая, при активации которой включается летная модель, которая называется Rotor Leap, специально предназначенная для расчета летательных конструкций, для использования их в разных симуляторах, программах. Именно вертолетная модель, то есть очень хорошая. Но чего нету систем. Есть проблемы с наличием систем в вертолетах, потому что, например, ни навигация не работает, так как бы тут летать особо негде, я имею в виду дальние расстояния. Не работает ручная корректировка газа управлением, все автоматически. В принципе, тут все рассчитано на то, чтобы можно было использовать и без устройства управления, просто с клавиатуры. Например, вот левая верхняя вкладка автовесения. Сейчас есть еще режим ручного триммера. На самом деле включен сейчас так называемый автоматический триммер. Хотя и он сейчас не работает, потому что у меня назначены другие функции на клавиши. Так, это у меня джойстик, как джойстик в вертолете, педали и ручка шага винта. У меня есть поворотная ручка, но, естественно, здесь газ не работает, поэтому я ее использую просто как ось зума, высококачественную, очень точную ось. Могу в процессе полета одновременно использовать, приближать. Сейчас поставлен мод, который слегка расширяет возможности обзора головой. По идее, он должен был включить все 6 осей, но почему-то работает только некоторые, не все. Зато могу теперь высовываться и смотреть под вертолет. Это очень важно при работах с подвесным грузом. Итак, тут есть хорошая летная модель, отсутствие или рудиментарное присутствие систем и практически полное отсутствие навигации. Но при этом все системы, например, система управления двигателем, она автоматически, и она имеет свои неприятные особенности. Она запаздывает по управлению, если поднимаю ручку слишком активно, либо делаю какие-то активные маневры, то газ просто не успевает набирать обороты, и вертолет может падать. И как при попытке взлета сейчас с холодного старта, вертолет может просто потерпеть крушение. Особенно если находится в замкнутых пространствах, вроде ангара, скажем, в миссиях по побегу, когда нужно вылететь из ангара, и вместо этого вы встречаетесь с полом или врезаетесь в стенку. Так как здесь есть модуль повреждения, и он может реагировать на все что угодно. Любое касание фюзеляжем, любое касание кроме лыж приводит к фатальному исходу. Запускаю двигатель. Первая часть — это демонстрация возможности весения и как взлетать. Здесь на эту хатку у меня назначен триммер педалей, триммер по тангажу, триммер по крену. Триммер в армии сильно отличается от других симуляторов тем, что он однократного действия. Если я нажму и буду удерживать кнопку, ничего не происходит. Но если буду каждый раз делать по одному нажатию, видно, как он меняет свое положение. Это нужно учитывать при взлете. При взлете вертолет, как правило, стоит несбалансированный, и при резком поднятии ручки его начинает кренить и вести в какую-то сторону, и исправить положение
джойстиком очень сложно. Обычно появляется желание резко дернуть ручку и взлететь, тем самым избавившись от таких сложных процедур. Но поняв, как работает триммер в армии, можно научиться очень легко и точно управлять вертолетом, потому что, напоминаю, здесь летная модель хорошая. Итак, сейчас у меня здесь фрикцион ослаблен, ручка не затянута совсем, она падает под своим весом. Это дает мне очень высокую скорость движения и очень высокую чувствительность. Я немного поднимаю ручку, видно, что вертолет вращается по часовой стрелке. Это значит, что триммировать надо сначала педаль. Теперь он поворачивается влево. Теперь он не поворачивается, но видно, что я чуть прибавляю, и он балансирует на лыжах, отклоняется назад. Мне нужно триммировать его вперед. Многократными нажатиями. Теперь он получает крен вправо. Я компенсирую этот крен. Слышно, как запаздывает реакция двигателя сильно. Если сейчас в этот момент пытаться взлететь, то, скорее всего, вертолет во что-то врежется и разобьется. Поэтому нужно в первый холодный взлет триммировать до тех пор, пока он сам не оторвется от поверхности. Вот это произошло уже. И тогда он очень точно управляется. Если у меня назначены функции клавиши триммирования по осям, то автотриммирование не работает. И как видно, можно его очень неплохо сбалансировать и даже бросать управление. Он будет уже висеть. Все, висение достигнуто. Причем даже в ограниченном пространстве очень хорошая чувствительность и очень хорошая, можно получить очень хороший контроль. Когда я создавал это устройство, я чувствовал в нем какой-то большой потенциал, но не мог реализовывать его во всех симуляторах и всех играх, потому что везде есть свои ограничения игровые, своя динамика, в общем, все свое, что не дает полноценно использовать какие-то устройства. Здесь сейчас в текущем виде устройства лишены всех недостатков, то есть они достаточно совершенны, чтобы подстраиваться практически под любую игру. Как видно, сейчас я использую просто висение в ручном режиме. Мне не нужно ни автовесение, мне не нужны никакие помощники, никакие программные средства, чтобы удерживаться на одном месте. Когда я начинал разрабатывать это устройство, была проблема большая с висением. И не просто с висением, а с точным висением, таким, какое бывает в реальной жизни. Например, многие могли видеть работу американских вертолетов электриков, которые подлетают к линии электропередач, подолгу висят возле проводов, и пока пилот удерживает вертолет на месте, электрик проводит какие-то работы. Это довольно сложно. В разных планах, и в том числе в техническом. Но сейчас на моих устройствах это возможно без каких-либо добавочных средств. Я просто подлетаю. Могу разглядывать изоляторы, распорки, провода. И могу находиться в этом положении столько, сколько мне надо. Если бы, то есть теоретически, я думаю, предполагаю, можно сделать мод, при котором можно будет сделать вертолет электрика в армии, сажать сюда бота либо второго игрока и проводить работу. Это отличная деятельность. Отличный игровой процесс бы получился. Можно подлететь к этой распорке.
Для того, чтобы получить такой эффект, мне потребовалось внести очень серьезные изменения в эргономику, не в механику, а в эргономику джойстика, и переработать полностью, сделать другое устройство, которое у меня сейчас в левой руке. В другом симуляторе, в X-Plane, я пробовал, сколько смогу провисеть вот в таком положении. Я посмотрел видео с реального вертолета с электрикой и замерил секундомером. Получилось непрерывное висение возле одной точки, пока работает электрик, около 8 минут. Примерно же это время, например, на таком же вертолете MD-500 я только и провисел. Теперь я могу это делать и в симуляторах. И мне нет нужды прибегать к каким-то сторонним средствам. То есть то, что у меня в руке, в одной, второй, это более чем достаточно. Я могу это делать сколько угодно, в любых условиях, и если позволяет реализация вертолетной модели, конечно. Ключевые особенности, которые позволяют вот так управлять джойстики, как я уже говорил, заключены внутри. Это прежде всего редукция сигнала, механическая редукция сигнала датчика, цифровой датчик, использование практически полного диапазона цифрового датчика и композитные пружины здесь и способ загрузки делать так, чтобы ручка оставалась в одном положении и легко двигалась здесь. Но про устройство будет отдельное видео. Теперь хотел бы сделать следующую вещь, важную для вертолетов в симуляторах, это работа с подвесными грузами. Чем она отличается в армии? Прежде всего, что она здесь весьма неплохо реализована. Можно перевозить какие-то грузы, можно их помещать в какие-то места. И есть средства контроля. Некоторые из них чисто программные. Например, вот этот радар. Радар показывает отметками, где находится груз. Нужно, чтобы использовать его, подлететь, стать над грузом и нажать кнопку подключения груза. Тогда ближайший груз будет прикреплен, и можно взлетать и, значит, перемещать его куда надо. Есть камера, которой тоже довольно удобно пользоваться. Либо если включить мод, который позволяет чуть-чуть расширять диапазон по оси X, то можно выглядывать из кокпита и смотреть вниз. Я сейчас покажу все три способа. Так, у меня есть груз. Первый способ — это вообще без каких-либо помощников и программ сторонних. Я просто подлетаю. Также это как делаю в других симуляторах. И нажимаю кнопку подключения груза. Поднимаюсь. Я вижу отсюда, как в реальном вертолете, и могу контролировать груз. Я хочу его положить, переместить куда-то, и не просто переместить, а относительно точно. Например, между этих двух грузовиков.
Как видно, я контролировал на важных стадиях этого процесса, визуально контролировал поведение груза. Вот он расположен точно там, где мне потребовалось. Как использовать радар? Использовать радар довольно просто. Он показывает отметки, когда грузы попадают в поле зрения. И подлетая к ним, отметки меняют цвет с красного на зеленый. То есть это означает автоматический выбор груза ближайшего. Я подлетаю, помещаю вертолет над грузом, нажимаю кнопку. Здесь есть прогресс подключения, высота. Высота в режиме реального времени подо мной. И поднимаю груз. Пока шкала красная, вертолет достаточно высоко. По мере приближения вертолета к поверхности он отсчитывает и от зданий, и от предметов тоже. Цвет меняется, и белый цвет означает, что груз уже расположен на земле. Но это чувствуется и по поведению вертолета. Попробую поместить груз рядом с другой упаковкой. И еще один вариант — это использование камеры. Я подлетаю к любому грузу, например, вот эти топливные канистры. Камера показывает вид немного вперед, как я понял. Видно, веревка опустилась и прикрепилась к грузу. Теперь я могу его поднимать и смотреть на камеру. Помещу туда же к грузам. Здесь нет глубины резкости, поэтому тяжело оценивать расстояние до предмета. Поэтому самый лучший способ все-таки это смотреть вниз. Здесь можно даже делать, летная модель позволяет делать какую-то аэробатику на этом вертолете. Например, вот так вот.
двигаться боком, делать упражнения конус. В общем, практически все то же самое, что и на других симуляторах. Еще момент, есть вариант, который может пригодиться на практике, это вариант посадки неполной посадки с касанием. Например, когда требуется посадить вертолет на склон, забрать группу, например, и улететь. Пусть будет вот этот склон. Это можно реализовывать и в армии, но с некоторыми особенностями. Главное, что фюзеляж вертолета не должен касаться никаких других предметов, иначе это обсчитывается как повреждение, и он взрывается. Вот сейчас я касаюсь только передними частями лыж. Вертолет стоит горизонтально. Я легко его контролирую. Но боты не хотят садиться выпрыгивать, пока он полностью не сядет. А если будут садиться выпрыгивать из него какие-то другие игроки, то у него может резко поменяться центр тяжести, и он может потерпеть крушение. Поэтому здесь важно очень быстро корректировать положение. То есть устройство должно быть очень чувствительным. И если есть какие-то скалы, то с ними в армии нужно обращаться очень осторожно, потому что вертолет повреждается, взрывается от чего угодно. Освобождаю фрикцион. Есть довольно крупные скалы с плоскими камнями, на которые можно, по идее, совершить посадку. Разгляжу поближе. Двигатель реагирует очень плохо и очень медленно. Поэтому очень важна возможность быстрой коррекции. Потеря сетевого пинга и частоты кадров очень сильно может повлиять в отрицательную сторону. Ну вот, удалось совершить посадку. Можно даже выйти. Можно теперь взлететь с него. Посадки с касанием обычно на скалах заканчиваются весьма плачевно, потому что там есть какие-то виды взаимодействия с поверхностями, которые не дают это делать как возможно в реальности. Вот я коснулся скалы и балансирую теперь. Теоретически в этот момент я мог бы забрать, например, группу, либо высадить кого-то.
обратите внимание на эргономику и работаю правой рукой. Я сейчас руку кладу на корпус устройства, у меня на ручке нет площадки. И это позволяет делать ручку длиннее и комфортнее в использовании. В разных режимах полета, например, когда я расслаблен, я практически чуть-чуть корректирую устройство, не касаясь его. Так, ну теперь настало время для другого важного момента. Это авторотация, посадка на авторотации в армии. Посадка на авторотации в армии имеет явно больший смысл, чем даже в симуляторах, потому что там это результат запланированных отказов, а здесь это случается сплошь и часто, особенно в многопользовательских миссиях, где вертолет повреждают легко. Так, что я делаю? Делаю, в принципе, то же самое, что и положено по такой процедуре. Набираю высоту. Пусть будет несколько сотен метров. И выключаю двигатель, симулируя тем самым отказ. Сейчас у меня есть какая-то скорость путевая, но при этом довольно резко снижаюсь. Перед самым касанием мне нужно провести гашение скорости и мягко посадить вертолет. Теперь я могу его снова запускать и повторять процедуру сколько надо. Важной особенностью армии является то, что в вертолетах и вообще в транспорте можно перевозить других игроков, ботов, и выполнять разные игровые задачи. Грузы, пассажиры, применение оружия. Здесь также реализовано изменение центра тяжести в зависимости от загрузки транспортного средства. Поэтому при взлете следует быть тоже внимательным, как при холодном старте. И вертолет должен быть хорошо тримирован. И для этого должна быть очень хорошая возможность быстро совершать вот такие мелкие движения. Чтобы старт не привел к крушению. Вот можно еще тест на электрика повторить еще раз, только уже с полной загрузкой. Даже есть скамья, как на том вертолете. Ну, в принципе, все то же самое. Просто он, вертолет чуть более тяжелый, чуть больше требует внимания. Это весеннее сейчас в ручном режиме, без каких-либо автовесений и других игровых упрощений. Самое интересное, что это не составляет никакого труда для меня, никаких усилий.
Кстати говоря, здесь точно так же, как я делаю это в X-Plane, либо в Flightgear, благодаря высокой чувствительности и точности устройств я могу делать посадку в непрерывном режиме, то есть без предварительного перехода в режим весения, а сразу сходу совершать посадку на ограниченные участки, даже с той скоростью, с той точностью, с какой мне надо. Вес изменился после того, как пассажиры вышли, но легко это тримируется, корректируется. Скамейка здесь мешает обзору, но использовать камеру или радар я не буду. Как будто это стропальщик, и он мне помог. Все равно груз можно видеть. Это второй вариант, тоже небольшого вертолета. Второй вариант работы с грузами. То был дефолтный, который есть в каждой армии. Это мод. Вот я отлично без всякого радара вижу по тени, вижу визуально, где этот груз находится, потому что могу высовываться. Возможности на самом деле очень большие. Пусть тут нету возможности летать на далекие расстояния, использовать навигацию и прочее, но зато можно делать вот такие вещи. Очень большое поле для взаимодействий. Я снова хочу поместить этот карт между двумя грузовиками. Этот мод лучше чуть-чуть управляется и ощущается, чем дефолтный. Практически с идеальной точностью я помещаю груз. Можно было бы даже помещать груз внутрь грузовика, если бы это было предусмотрено игровой механикой, либо сажать вертолет внутрь грузовика, но любое касание кузова приведет к взрыву вертолета. Обзор микросистем, микроджойстиков на примере Army 3 на сегодня закончен.